8:37. Да, отлично. Посмотрим, что там у нас за бортом. Хоп. Замечательное утро. Опять не облачко. И я нахожусь в тени. Так что надо поторопиться, пока солнце сюда не стало светить. Начинать собираться, да. 18 градусов. Какая здесь красота растет. Мошка летает. Ну не как вчера. Сейчас ее в разы меньше, конечно. Вчера да просто ужас было, сколько я тут летала. Котелок весь побелел. Это от воды, видимо. Вода известковая, что ли. Но в основном я воду все последние разы набирал в колонках. Ага, вон белая известь. Так, тушеночка готова. Можно убирать. Теперь чаек. Новая серия, новый день. Впереди областной город Красноярск. В общем, приятного аппетита и завтракаем. Да, мошка все равно достает. Пытается эту термуху прокусить, но у нее ничего не получается. Слишком маленькие. Чем они там кусают? Они же, наверное, не как комары свою шлангу пускают в кожу, иглу. А это, скорее всего, они типа как оводы, ну, так кусают, что ли. В общем, в коже делают дыру, да. И после мошки и оводов обычно такой волдырь остается. Вчера ехал, мне прямо вот сюда куда-то укусил овод. Там такой волдырь вскочил потом после этого. Главное, так сел незаметно и сразу же присосался. Я уж почувствовал, когда он уже сколько-то крови отпил. Потом отогнал его, и там это маленький такой-то капелька крови была. Ну, в общем, все, приятного аппетита, кушаем, собираемся и проваливаем с этого места, с Машкариного. И смотрите, какой паучок. О, какой интересный. Эй, это белый совсем. Все, мертвым притворился. 8 часов, 8-10 часов. Нормально, пойдет. Ну все, поехали отсюда. До Красноярска осталось чуть больше 30 километров. Может 35 где-то. Сейчас пойдет такая балдежная дорога. Вот такая красота с утра. Выраженные горы пошли. Ну да, я там смотрел карту. У Красноярска есть горы. И причем такие неплохие, да. Неравнинный город. Че, я выехал в 10. Ну да, сейчас 10:06. Ну, к 12 к часу подъедем. Не торопясь, если ехать. Как раз самое пекло, самая жара будет. И в Енисее искупаться. Пока что вот такой план. Ну, конечно, магазин. Город посмотреть, какие-нибудь достопримечательности, что будут по пути.
А вот уже и Красноярск показался. Такой белой полоской из домов. Направо Вознесенка. Летим. О, так сейчас и в магаз заеду сразу, что-нибудь попить взять. По-любому возле трассы будет магазин. Может даже пятерочка. А тут шумовые экраны стоят. Все как полагается. Ну, что-то магазинов я не видел, пролетели. Прямо такая горочка хорошая была. Вот не знаю, сейчас вот посмотрим тут. Ну-ка, будет что-нибудь. Нет, что не видать ничего. Можно поехать сразу в Новосиб по объездной, а можно на Красноярск уйти. Но мы уйдем, конечно, на Красноярск. Вот это место. Прокатимся по городу, посмотрим. О, какой супер-мега билдборд. Вот туда бы это, мой канал. Данил с Урала, YouTube. Подписывайся. Интересно, работала бы эта реклама? Подписывались бы люди? Еще это QR-код, чтобы если что сфоткать и зайти. Размечтался. Ну, но такая реклама стоит, блин, дорого по-любому. Да, если честно, я не гонюсь за подписчиками, я снимаю это, во-первых, для себя, для души, как хобби, творчество. Это некоторые гонятся за подписчиками, больше, им надо, накручивают себе. Мне это не интересно. Сколько есть, столько есть, я всем рад. Но экранчик реально здоровый. И странно, что никакой рекламы нету до сих пор. Что там домик такой? Древесина того какая толстая. Кстати, заметил, тут много пиломатериалов продают, срубов, дерева, всякого. Вот эти базы, пилорамы. Ну что, Сибирь, лесов много. Вот и продают. Зыково и Маганск налево. А нам все прямо. А вот и табличка. Ну какая-то скромная. А где большая стелла? Или еще рано до нее? Я очень надеюсь, что она будет. Все-таки как-никак областной город, должна быть большая стелла такая прямо. Да, по ходу дела стеллу мы увидим только на выезде. Уже вот город-то вот-вот начнется сейчас. Ленинский район. О, какой. Так, ну нам вроде бы туда, направо. Но это не точно. Карту что ли достать, посмотреть? Ну, вроде как бы да, сюда надо. Да, все правильно. Ленинский район, это немного в другую сторону ехать. Что-то колючка, какое-то предприятие.
И вот нам по главной налево сейчас. Так, у нас преимущество, едем. О, трамвайные пути. А метро, интересно, есть тут в Красноярске? Торговый центр. Восточный торговый комплекс. О, велосипеды. Ашанчики стоят. Ашанчики, ну так и есть. Дорогой велосипед будет внутри стоять, а не снаружи. А вот и трамвайчики. Это явно какое-то предприятие, завод, куча машин. Работяги на работу приехали. Дома тут такие красивые, старые, кожаные. Ну, мы, в общем, едем по табличке, там была типа исторический центр какой-то. Стелла. Вот этот 60-й номер автобуса. Я его то догоняю, то обгоняю, потом он меня догоняет, обгоняет. И вот так уже долго едем. Так что можно сказать, на велосипеде как на автобусе со скоростью. А вот они, таблички, где что находится интересное. Стадион налево, ряд спорта. Вот он, исторический центр прямо. Вот надо, блин, понять, куда ехать тут. И направо, и налево. Вроде бы мне направо надо уже сворачивать. О, какая ракета. Сейчас тут встанем, посмотрим карту. Да нет, вот надо за этим автобусом опять ехать. Направо еще рано. Направо будем поворачивать, когда там уже мост через Енисей будет. Так что да, к историческому центру едем. Красноярский художественный музей какой-то. Вот, блин, в такую яму залетел. Ну, надо сразу в пятерочку заехать, закупиться, пару тушенок, чаю, что-нибудь. Уже потом нигде не искать. В Красноярске появилась говядина тушеная курганская. Ой, тут красный, еще и шлагбаум отпущен. Там, видать, товарняк, что ли, едет какой-то. Видимо, от завода к заводу что-то ездят. Дом дружбы народов. Красота-то какая, как пальма прямо. Не, прикольно сделали. Пушистые, пушистые. Вот, в общем, он, пожалуйста, мост через Енисей сейчас будет. О, еще раз привет. Заехать туда. По набережной, да, можно там прокатиться? А как заезжать? По
Подожди, тебе какую набережную надо? Да мне без разницы, что поинтереснее. Ну поехали, покажу. А, ну давай я за тобой, ага. Вот он, Енисей. Если есть время. Видишь, да, он? Да-да-да, ага. Если интересно. Я Рыгина, да? Не Рыгин, не Рыгин. А, вот как. Ну, в принципе, можно прокатиться, у меня время есть, я А ты свободен. сколько до Йобурга добираться будешь? Ну, не знаю, Ну ты же не спеша там. да, но я уже почти 6000 километров проехал. А по времени? 3-й месяц. А не скучно одному? Не, нормально. Так, ну все, мне Алексей подсказал, как что ехать. В общем, здесь можно съехать. Но он говорит, лучше на набережную езжай дальше там. Мост проехать, и там справа будет, ну, для колясок съезд такой. В общем, туда и поедем, на набережную. По этому мосту сейчас по набережной поедешь, выезжай к нему, Ага, можно по Татышеву проехать. все, понял. Ну да, я все равно покатаюсь, тоже самому интересно. Да, вон там флаг на той стороне, вот на стопке. А, видно, ага. Панорама обалденная, но подниматься туда. Да, Как бы там есть две дороги, одна пологая сзади, да, одна покруче в лоб. понял. Ну это как всегда. Да. Да, здесь Енисей широкий прямо вообще. Широкий, но он сейчас мельчает. Мельчает, да? То ли климат меняется, то ли что, глубоко видно. А, Раньше ничего себе. ныряли с него, и Нифига. вода теплая была, и глубже. Но, Сейчас и рыбы нет. Там внизу, на севере, еще можно. А здесь что кухнего? ну понятно, но... Как от жены сбежать с удочкой постоять? Стоят и прибавки. Но. Вот здесь. Ну ты, наверное, съедешь там. Да, да, конечно, но... Ну удачи тебе, слушай. Все, большое спасибо Еще рад. за сопровождение, Ага. за рассказ. Ой, слушай, так бы было бы времени побольше, я бы тебя тут потаскал. Ну ладно, ага, удачи. Краеведческий музей. Кгатук, что ли, как-то. В общем, Алексей сказал, есть там что посмотреть, в общем. А нам бы как-нибудь на набережную перескочить. А, ну вот там вот здесь пешеходник, в общем, едем туда. Ну, вот она и набережная. Закрыли, чтобы никто не ездил. Да, набережная, конечно, у них классная. Оборудованная. Вон уточки плавают. А Енисей это чистый. И сказать, что прямо грязный. Я бы, конечно, искупался. Ну, можно туда зайти, спуститься, искупаться, вон где уток кормят. Ну, в общем, еще подумаю, да. Так-то вроде никто не купается. Все, уже в моем направлении больше Енисея не будет. Я бы здесь его потрогаем. О, прохладная вода. Ну, привет, Енисей. Реально холодная вода. Я бы ноги помочь. Я так подумал, раз я в Красноярске, значит надо красноярскую шаверму попробовать. Сейчас, если попадется киоск, я, наверное, закажу все-таки. Время уже как раз обед. Самое то будет перекусить. Вы видели когда-нибудь велосипедную полицию? Вот она.
На великах стоят, в теньке отдыхают. А реально один в форме, другой типа в военной форме. Ну, может быть так, типа волонтеры. Ну, сейчас прокатимся в том направлении. Хот-доги, что-то хот-доги. Не хочу я хот-доги, я хочу... О, шаурма, блинчики. Шаурма от шефа 350. 300 я еще бы подумал. Что-то 350 там, мне кажется, не как вчерашняя вот эта мега шаурма была. Там она прямо огромная. Ладно, еще посмотрим дальше, что есть. Пятый причал. Нифига, это что там взорвали такое? О, дошла это. Волна дошла. Я смотрю, такой столб пыли поднимается. Ну, успел включить первую камеру, и такая звуковая волна до сюда дошла. Там карьер что-то, в общем, это взрывают. Там вот впереди краны. Это разгрузочный порт, значит. Все-таки Енисей судоходный. По нему и баржи ходят по-любому. А это, походу, мост железнодорожный уже. Вот и мост. Что я вначале думал, что это железнодорожный. Это пешеходный. О, на великах там гоняют тоже. Да, набережная у них, конечно, супер. Очень длинная. Туда-сюда можно вообще весь день гулять. Да, и как на этот мост попасть? Где-то там заезд, видимо. Либо здесь лесенку сделать. А, вон лесенка где. А вот и лифт. Можно на лифте там прокатиться. А что, поехали, прокатимся по этому мосту, чё бы и нет. Все, погнали наверх. С лифтом, конечно, прикольно придумали. По лесенкам бы, может, я и не стал бы подниматься, даже если было бы для коляски что-нибудь придумано. Вот еще раз Енисей посмотрим до середины. Да, движуха тут прямо хорошая. Правое колесо жуткая восьмерка. Спереди крутят. Короче, можно не крутить педали. Пускай другие крутят. Ну, здесь, видимо, с этого моста дальше идет парк какой-то. Да, мне надо флешку поменять. 1 минута осталась. Шаверма класс, 300 рублей. Вот ее попробуем. Тоже большая. Что я думал, меньше будет. В общем, это наш обед сегодняшний. Шаверма, кстати, была недурная.
Даже вкуснее, чем вчерашняя. Прям сделано все как надо. Соус, мясо, все там вот это, все рассчитано как надо. А вот так вот сейчас еду, ветер дует, ну, с Енисея, прямо чувствуется такая небольшая прохлада. Все-таки, да, Енисей холодный. Какие балкончики-то. На каждом кондиционер, это гостишка. Походу, ну да, ресторан, гостиница. Ну все, возвращаемся на трассу. Точно так же, как заезжали. Чтобы ничего не придумывать. Так же и поедем просто дальше. А вот и часы забили. 2 часа время. Да. 2 раза и ударило. Вначале такая музыка была. Потом 2 звона. Подсказочка, что нам налево, Новосибирск. Да, трафик громадный просто. Ну все, выезжаем постепенно с Красноярска. Круговое движение. Ну все, пока Красноярск. Город крутой, что не скажешь. Современный, красивый, архитектура просто бомба. Дома красивые, набережная обалденная. И много-много всяких достопримечательностей. Чтобы все посмотреть, наверное, надо пару дней. А это не мой жанр, смотреть города. Я посмотрел то, что попалось на глаза. И я доволен. А вот и база Озона. Наши посылочки вот тут сортируются, видимо, и развозятся этими маленькими машинками. А вот и метро. Кача. И за Качой сразу начались Солонцы. И вот такая церквушка. Ну, в Солонцах-то по-любому магаз будет. Что-нибудь взять надо, заехать холодненького. Ну, вот взял такую Крушовицу. Я ее вроде брал, ничего, такая баночка. Ладно, попьем и дальше едем. Едем обратно, не туда я, в общем, уехал. Что-то я на это метро, блин, внимание обратил и свернул не в ту сторону. Ну ладно, недалеко отъехал. Решил посмотреть все-таки карту, где я нахожусь, сориентироваться. Тоже думаю, что-то я сюда заехал, тут такая дорога, ну, блин, где федералки, это уж очень плохая. Ну, хотя, в принципе, бывала и такая дорога тоже в где-нибудь населенных пунктах. Ну, не перед областным же городом. Ну, ладно, можно сказать, в Солонцы заехали за пивасом. И обратно на трассу. Вот надо направо было уходить. Ну, вернее, сейчас мне надо уходить было. А там-то надо было по Кольцевой заворачивать. Короче, прозевал. Да. Вот сейчас направо. Вон она, федералка-то. Ну, тут ремонт. Там эти блоки бетонные лежали. А нам пофиг, мы проедем все равно.
Ну, конечно, для машин, кто оттуда едет там по кольцу, надо будет ехать, вертеться. А мы здесь где-нибудь да и просочимся по-любому. Да, даже без напряга тут можно проехать. Ну, понятно, тут все расширяют, все делают, ремонтируют. И вот ту своротку тоже будут, видимо, делать. А мы, как цари, едем по своей дороге. А вы там езжайте, толкаетесь. Вот преимущество велосипеда. Везде просочиться. Глина-то какая красная. Прямо реально такая красная-красная. Какая-то необычная, в общем. У нас она такого рыжая, что ли. Ну, такая яркая. Здесь какая-то красно-коричневая. А ничего, сзади такая панорамочка-то города. Прямо вообще неплохо. А вот и Стелла. Ну, с запада, получается, есть, а с востока нету. Немного понаглею. Прямо сейчас посередине тут поставлю велосипед и сделаю фоточку с Красноярском. Вот если что, на заставочку какой-нибудь ракурс выбрать. Вот такой. Ого! Крест на какой горе. Ох, если туда залезть, так там панорамочка по-любому на весь город будет. Он довольно высоко. Тут стало так жарко, ну, от асфальта тепло идет, они его еще раскатывают, он же горячий. Еще больше его разогревают. И сверху, и снизу жарит. Ну, если честно, не сказать, что жарко прямо экстремально как-то. Для меня вообще нормально. И не жарко, и не холодно. Ну вот что, 36,4 всего-то. Ага, а вот и разделение началось. Блин, так прикольно ехать одному, никто не мешает. Вся твоя дорога, где хочешь, там едь. А сейчас тут опять машины, внимание на дорогу. О, да, сейчас забивается. Он уже... О, поналипало, блин, этих камушков. Ну, надеюсь, все повылетают. А если что не вылетит, надо будет останавливаться, снимать, чтобы колесо не проткнуло. Новосибирск 809 всего-то. Ну что, за неделю доедем примерно. Может быть. А вот и Кемерово появилось. 509 километров. Кстати, это Кемерово тоже очень большой город. Ну, вроде по карте я смотрел. Вроде он даже областной, Кемеровская область, что ли. Может быть, а может быть и нет. Что-то я уже и не помню. Наконец-то остановка. Логовик. А здесь вообще такое местечко прикольное. Реально. Вот здесь можно ночевать куда-нибудь. Палатку сюда. Туалет рядом. Дорога рядом. Ну да, можно было бы. Вот здесь гоняют. Без скоростей, как хочешь. Без правил. Любая скорость, какую хочешь. А вот и мосты пошли. Давно их не было.
Очень давно. Можно сказать, это первый мост за долгое время. Ну, как я вот вернулся в Россию, это первый мост такой. Сколько ехал по федералке, их не было. Ну ладно. Это у нас Емельяново. Надо посидеть, отдохнуть, водички попить и посмотреть по карте, где сегодня можно искупаться. Я бы искупался сегодня, да. Посмотрел по карте, через 26 километров будет неплохая речка такая. Я проехал 70, ну как раз будет 96-95 километров. Может быть, даже там я останусь ночевать. Посмотрим, что за речка. Ну, по Google снимку вроде ничего такая. Что там, Енисей, Росавтодор. Устроили тут светофор. О, это Емельяново. Ну все, халява закончилась. Широкая дорога, четырехполосная. Пошла двухполоска. Это деревуха Черемшанка. Аэропорт Красноярск. Налево. О, тоже кто-то на велике едет. Вот это он заряжен. Привет! Ты чё, откуда, куда? Москва, Владивосток, привет. Нифига тут. Ну ты уже прилично, получается, проехал, да? Ну, что-то 4 с копейками. А, нифига. Оп. 4,6 уже рисует. Ага, понял. А ты что, откуда, куда? В общем... Выехал так это, не сильно давно. Ага. Сейчас скажу, когда? 15 июня. 15 июня, но... То есть я еду так по возможности где-то 200 в день. А, 200-очка? А, соточку? Но вот последние дни что-то не выходит 200. Я самое большое за все путешествие делал 192 пока что. А как зовут-то? Олег. Олег, меня Данил. Понял, знакомый. Что у тебя там какой-то канал, телевизор, Да, все да. есть? Ну, YouTube канал, я на YouTube снимаю. Понятно. Что, дашь? Да, да, конечно. О, у тебя, смотри-ка, у тебя такая же панелька, как у меня, похожая. Ну, плюс-минус, да. Ну да. Вот Олег на таком... А ты, кстати, пробовал ее? Дождем мочить или убирает? Ну, когда такой, знаешь, мелкий, небольшой дождик, я ее убираю. Не убираю, а когда прямо хороший ливень, убираю, на всякий случай. Ну, хотя, мне кажется, даже под дождем, ну, главное, чтобы вот этот механизм, где вот сам блок зарядки, чтобы... Ну, похож на то, да. А так, мне кажется, еще по барабану будет. Вот у Олега такой велосипед. А что у тебя так за велосипед? Так это, что ли, этот... типа старт шоссе, что ли? Нет, GT. А, GT. GT Great. GT Great просто не видно, но... Вот. Ну да, у тебя прямо... Я смотрю, у тебя так это, резина достаточно узкая. А что там, в Монголии нормально все с дорогами? Я ехал, получается, по южному маршруту, по южной федеральной дороге. Плюс-минус запад, если ехать с запада на восток, в принципе нормально. Подъезжая к Улан-Батору за километров 700, там начинается то яма, то канава, всякая дорога. Ну там что, асфальт или нет? Да, асфальт там, асфальт без проблем. Потому что так это, вот я видел, там он более чуть не на асфальтах ездит. Ну, скорее всего, для того, чтобы там просто по азимуту по степи чесать куда-нибудь. Да, для этого, да. Там идет федералка, слева-справа, все, такая обычная дорога, там редко когда будет какой-нибудь асфальт. Но бывает это небольшие города есть асфальт. Вот Олег едет Москва-Владивосток. Кстати, если у тебя такой темп хороший, ты, возможно, еще одного догонишь чувачка. Булат его зовут. Он тоже едет. Он только едет с Казани до Владивостока. Ага. Он примерно где-то в 300 километров сейчас. Он сегодня в Нижнеудинск будет заезжать. Понятно, прикольно. Но он... Я-то знаю Саню Москаленко. Ага. Тоже из этого. По идее,
навстречу едет, поэтому навстречу? мы с ним где-то дня через 3-4 должны встретиться. Понял, ну. Вот. Куда-то не знаю. Ну все. Вот и сегодня встретили велопутешественника. Зовут Олег. Москва, Владивосток едет. Молодец. Так что, ну, может, Булата догонит, кстати. Он говорит, прямо это, хорошо едет, темп держит. Ну, Олег сам. То есть, говорит, сотка как бы не проблема. Ну да. Ну, вот чуть ли не каждый день, можно сказать, кого-нибудь да и встречаем, да. Неплохо. Опять это началась срезанная дорога. Ой, ну ладно, хоть небольшой участок. А то там табличка висела 13 километров ремонта дорог. Я уж думал, все, 13 километров срезанного асфальта. А вот и 3 семерочки. 777. Ну, а это до Новосиба. КНП какая-то заправочка. А я остановился взять, попить что-нибудь холодненького. Захотелось. Так, что там проехал? 92. Ну, уже где-то речка будет. Прямо немного осталось. А вот она и речка. Кача. По километражу она. Ой, лишь бы что-то было, а. Ну да, течет. О, да, прикольно. О, какая. О, речка, наверное, холодная. Там есть дорога. Я ехал, там была дорога. Сегодня я хочу ночевать у речки. Да и ладно, что сотки нету, пофиг. А вот здесь уже поинтереснее местечко. Да, тут и палатку есть где поставить. Наверное, здесь и заночуем. Надо осмотреться еще. Да, здесь еще так глубоко. Это хорошо. Можно занырнуть прямо. Вон мост. Низко летит. Я уже тут располагаюсь вовсю. Уже не терпится сходить искупаться. Вода прозрачная и при этом теплая. Вообще не холодная. Намного теплее, чем в Енисее. Все, расположился. Пойдем купаться. Как же этого долго ждал. Сегодня у нас день релакса будет. Да и пофиг, что сотки нету. То отдохну, пораньше лягу спать. Вода-то такая прозрачная, ну просто прелесть, как в аквариуме. Не холодная. Реально не холодная. О, да. Вот здесь сейчас прямо залягу. Здесь дно такое. Можно будет зацепиться за камень и просто по течению плыть, будто бы ты плывешь по течению. Ну, в общем, все купаться. Там он мужик под мостом, наверное, этого хариуса ловит. Он любит в такой воде. Проточной, быстрой, чистой. Вот я вообще удивлен, почему вода не холодная. Ну, видимо, уже хорошо так нагрелась за все эти дни. Вот насчет костерчика, не знаю, может быть, и разведу. Как бы тут деревья есть. О, огнеопасно, нефтепровод. Ну, думаю, костерок себе развести. Сюда могут приехать. Ну, на газу, наверное. Разогрею, иду. В общем, все, купаться, пока солнце светит. Постирался. Наконец-то флиску постирал. То я ее последний раз стирал, наверное, где же? Монголии, наверное, где-то. Либо перед Алтайскими горами. Ну, футболку состирнул тоже. И наконец-то постирал полотенчик. А то он меня сколько стирал, вот и мое время пришло его постирать. Да, вода шикарная. Кстати, эти самолеты постоянно летают. Довольно-таки часто. У них, видимо, здесь маршрут идет.
Вода просто бомбическая, не холодная, теплая. Ой, накупался прямо от души. Сам помылся тоже. Очень шикарно. Ну что, сегодня такой день релакса, можно сказать. Солнце еще долго будет светить. Отдохнем, покушаем. Сегодня, получается, пораньше встал. Завтра с утра пораньше встану. Если что, наверстаем. Так что тоже надо иногда так отдыхать. Ну хотя, по сути, что, 95 там километров, это тоже, в принципе, результат. Да, можно вычесть 5 километров, что я там по набережной туда-сюда катался. Ну, 90 километров, в принципе, нормальный результат. Нормально, в общем. Пойдет. Не все же больше сотки делать. Иногда надо и отдохнуть. Пораньше встать. Ну, место просто огонь. Ни комаров, ни мошкары. Солнышко припекает. Такая прекрасная речка. Там такие маленькие рыбки плавают. Ну, мошкара-то может еще и появится к вечеру. Время ужина. Вот сегодня такая у нас курганская говядина. Вот так вот выглядит. А на чай, на чаек я вот такую штуку взял. Мягкие вафли с суфле и карамелью. Ну, я их, наверное, точно сегодня все съем. Ну, у нас, как обычно, ужин. Хлеб и тушенка. И потом уже чаек. Воду прямо отсюда набрал. Закипело. Ну, пробу снимем. Вкусная. Ничего не скажешь, да. Даже, возможно, вкуснее каких-нибудь бурятских по такой же цене. Что курганская нравится в плоской банке, вот там вообще просто шикарно. Мясо сделано как-то по-другому. Партию они делают. Вот если я увижу плоскую банку, так я сразу, наверное, штуки 3-4 возьму. Потому что они не так часто в магазинах появляются почему-то. Вот мне в курганской бульон нравится, он такой солененький, такой прикольный. Прямо вообще шикарно. А тут вот это место еще тем хорошо, что здесь интернет, 4G, почти полная связь. Это тоже очень хороший плюсик к этому месту. Надо посидеть, посмотреть, кто как что путешествует. Есть у меня тоже знакомый друг Вела Валера. Он 4 числа поехал Казань-Стамбул. Я все хотел посмотреть его начало путешествия, что они как едут. А сегодня уже какое сегодня число? 8 или 9. В общем, я так и не смотрел и не читал, что они там, где, что, как едут. Ну, потому что интернета не было. Сегодня компенсируем это все дело. Напишу ему какой-нибудь комментарий в поддержку, чтобы боевой дух его поддержать. Водичка скипела. Мягкие вафли. Они что такие? Панельку поставил, чтобы телефон подзарядил еще. Хотя у меня Powerbank полностью зарядился еще, не знаю, часа 3 назад, наверное. Хорошее солнце сегодня прямо. Панель быстро заряжает. Ну, как из розетки, в общем. Да, классный видок. Наверное, надо будет фоточку сделать этих лотосов под вечерним солнцем на фоне реки. Ну, в общем, наверное, на этом все. Чаевничаю. Завтра, если что, постараюсь пораньше выехать. В принципе, рано, сегодня раньше лягу. Но с этим интернетом, может, я и усну точно так же, как обычно. Ладно, что загадывать не будем. Солнце село там, значит, встанет где-то там. Примерно. Или вон там.
Ну, то есть с утра оно особо мешать не будет. Вот этот лес будет его закрывать. Да, с той стороны где-то встанет. Ну ладно, вот такой денек. Встретили еще одного велопутешественника Олега. Я ему отправил сообщение. Похвастался вот этим местом. Вот. Написал, вот мои сегодняшние апартаменты. Я ему говорил то, что мне вот тут, когда с ним встретился, 13 километров до речки оставалось ехать. Так что вот, ну он пока еще ничего не ответил. Едет тоже во Владивосток. Да, что-то стал популярный этот маршрут. Уже второго человека встретил, кто едет во Владивосток. Один с Казани, другой с Москвы. Может быть, и мы когда-нибудь также прокатимся. Все может быть. Ну ладно, на этом все. Пока, до завтра.